Здравствуйте! Сегодня мы обсудим, как нам скачать наш Microsoft Visual Studio 2019, настроить его, чтобы просто уже открывать и спокойно работать. Для этого в нашем поисковике вводим Microsoft Visual Studio 2019 и нажимаем «Поиск». Нам открываются вот такие страницы, и мы заходим на официальный сайт Microsoft visualstudio.microsoft.com, заходим на него, и перед нами открывается вот такой вот сайт. Мы видим кнопку «Скачать Visual Studio», наводимся и выбираем Community 2019. Эта версия бесплатная и для нас подходит больше всего. Дальше у нас начинается скачивание инсталлятора. Скачался, нажимаем на него. Нажимаем «Да». Продолжить. И ждем, пока у нас все скачается, установится. Это может занять какое-то время. Все скачалось, перед нами открывается вот такое вот окно. Здесь довольно много всего, и сейчас я вам скажу, что именно вам нужно выбирать. Так как мы с вами будем изучать C++, основы языка C++, то нам нужно здесь найти и выбрать C++. Вот он, разработка классических приложений для C++. Нажимаем тут галочку. Справа у нас открывается еще одно окно. Тут уже некоторые галочки, которые нам нужны, проставлены. Все остальные нам не обязательно. Все, что нужно, уже есть. И нажимаем «Установить». Как видите, необходимый объем будет 7 гигабайт. Установить. И теперь нам остается просто ждать, пока у нас установится Visual Studio C++ встроено в него. Итак, наш Visual Studio скачался, и у нас открывается вот такое вот окно. Артем Пронин, здравствуйте, и ждем, пока еще запустится наша Visual Studio. Вот, наша Visual Studio запустилась. Инсталлятор мы можем теперь закрыть. И теперь работаем с этим окном. Здесь у вас не должно быть никаких курсов. Ничего здесь высвечиваться не должно, просто у меня уже была Visual Studio, и компьютер сохранил мои старые проекты. Чтобы вы сделали свой проект, нам нужно нажать на кнопку «Создание проекта». Нажимаем на нее. И справа у нас открывается список, что мы можем начать, какой проект. Нам нужно выбрать консольное приложение. Нажимаем на консольное приложение. И далее. Теперь указываем имя проекта. Давайте его назовем Cons App 1. Пусть будет так. Теперь нам нужно указать расположение нашего файла. То есть наш Microsoft Visual Studio установлен где-то в Program Files у вас на компьютере, а здесь мы можем указать, где именно будет создан наш проект, чтобы мы в случае чего могли зайти и посмотреть все его файлы. Я обычно устанавливаю такие проекты прямо на, допустим, локальном диске C. Создаем новую папку и назовем ее VS Projects. Создали папку, открываем ее, все, папка у нас есть. Теперь здесь выбираем, нажимаем на троеточие и выбираем нашу созданную папку. Локальный диск C. И вот он, VS Projects. Выбираем нашу папку. И все. Теперь, если нам нужно будет найти наш проект, наш код, то он будет в этой папке. Также здесь можно выбрать имя решения, но нажимаем галочку «Поместить решение и проект в одном каталоге». И нажимаем «Далее». Создается наш проект. И вот нам открылось окно Visual Studio. Здесь мы уже можем, собственно, писать наш код. Удаляем все, что нам не нужно. И пишем здесь то, что мы хотим, собственно, наша программа. Теперь, чтобы запустить наш Visual Studio, нажимаем на поисковую строку и пишем Visual Studio. Вот оно сразу у нас появляется. Нажимаем на него. Оно у нас загружается. И все. Теперь у вас слева будет показываться Console App 1, который мы создали. Нажимаем на него. Ждем, пока полностью прогрузится.
И все. И теперь каждый раз, когда вы будете заходить в Visual Studio, нажимаете на ваш созданный проект и можете его изменять, работать с ним и так далее. Очень важный нюанс. Программисты используют только темную тему у Visual Studio. Поэтому нажимаем на средства, параметры. И меняем цветовую тему с синей на темную. Ну или на любую другую, какую вам удобно. Лично мне более всего нравится темная тема. Нажимаем ОК. Все, теперь у нас темная тема. Итак, давайте еще раз повторим. Мы скачали наш Visual Studio. Далее находим мы здесь, написав F, V у нас сразу находится. Нажимаем на него. Он у нас загружается. И если мы хотим создать новый проект, мы нажимаем на создание проекта. Далее консольное приложение. Нажимаем на далее. И тут выбираем имя проекта, куда он у нас будет сохранен. Допустим, у меня это Visual Studio Projects. Давайте сейчас сразу посмотрим. Локальный диск C, Visual Studio Projects. И вот наш Cons App 1, который мы создали. Создаем еще один проект, он опять же в эту папку будет сохранен. И нажимаем создать, чтобы, собственно, создать наш новый проект. Но вы, скорее всего, будете работать с одним проектом, который просто будете изменять. Поэтому найти его можно будет слева, в левой половине меню. Находим здесь Cons App 1, который мы создали, и просто нажимаем на него. У нас прогружается Visual Studio. Готовится решение, и все, мы можем с ним работать, изменять как хотим. На этом у меня все. Увидимся на самих уроках по программированию. Здравствуйте, меня зовут Артем, и я являюсь преподавателем на курсе изучения языка C++ в онлайн-школе «Функция». На этом курсе мы с вами изучим основы языка C++. На курсе всего будет 20 модулей с тестовыми и практическими заданиями для закрепления материала. На этом уроке я предлагаю вам узнать историю языка C++, его особенности, а также почему именно этот язык стоит изучать. Язык C++ возник в начале 80-х годов, когда Бьорн Страуструп придумал ряд усовершенствований для языка C под собственные нужды. Что такое вообще язык C? Язык C — это язык программирования, который был создан достаточно давно, и на нем было написано большое количество программ и приложений, особенно для Windows. Первоначально новый язык носил имя C с классами, и только потом его стали называть C++. В чем вообще отличие языка C++ от C? Самое главное отличие языка C++ в том, что он имеет возможность объектно-ориентированного программирования. Мы попозже об этом поговорим, что это такое поподробнее. Но сейчас можно сказать, что это возможность гораздо быстрее и удобнее писать свои программы. Давайте поговорим, почему именно C++ стоит изучать. C++ — это один из самых распространенных языков программирования в мире. Огромное количество приложений и программ написано именно на нем. Мы чуть позже посмотрим, какие именно. На C++ можно создавать игры. Как вы, наверное, знаете, игровая индустрия — это одна из самых быстро развивающихся и высокооплачиваемых индустрий, связанных с программированием. Это один из лучших языков для начала изучения программирования. Очень многие, кто изучает программирование, начинают его изучать именно с C++. И многие институты также ознакомливают своих студентов с программированием на языке C++. Есть такая шутка, что если вы знаете полностью язык C++, то вы можете спокойно выучить любой другой язык программирования в мире. Язык C++ — это высокооплачиваемый язык программирования, и это значит, что разработчики на языке C++ получают одну из самых высоких зарплат в индустрии. И также плюсом является парадигма ООП, о которой я уже упоминал и о которой мы с вами поговорим попозже. Теперь обсудим, где используется язык C++. Он используется в веб-приложениях, хотя, сказать честно, это не самый распространенный язык для написания сайтов, но все равно многие сайты пишут на C++. Создание игр. Такие популярные знаменитые игры, как Counter-Strike или World of Warcraft, написаны на C++. На нем можно писать мобильное приложение на Android и iOS. На нем написано огромное количество программ под Windows. И также благодаря его особенностям на нем можно программировать драйверы, операционные системы и микроконтроллеры. Теперь поговорим о том, как и где мы будем писать свои программы. Для этого нам понадобится компилятор. Компилятор — это специальная программа, которая переводит текст программы, написанной на языке программирования, в набор машинных кодов. Допустим, мы будем писать наш
текст, нашу программу на языке C++. Ваш компьютер не поймет, что вы написали, потому что он не может обработать эти слова и эти выражения. Поэтому компилятор переводит то, что вы написали в вашу программу, в набор нулей, единиц, каких-то символов, чтобы компьютер мог понять, что вы сделали. Поэтому нам обязательно понадобится компилятор. Работать мы будем в Visual Studio Community 2019. А домашнее задание вы будете присылать ссылкой на REPL. Давайте теперь поговорим, как вы это сможете сделать. Итак, обсудим, как вы будете присылать мне домашнее задание. Заходите в ваш поисковик, в моем случае это Google, и в командной строке, в строке поиска, вводите REPL IT C++. Нажимаете на поиск, и вам выдаются результаты. Нажимаете на первый же сайт, переходите на него, и подождем, пока все прогрузится. Сайт у нас прогрузился. Вы тут видите два основных окна. Это черное окно справа, это консоль, пока она нам не нужна. И окно посередине с кодом каким-то уже начальным. Вы выделяете этот код, удаляете его. Потом переходите в ваш Visual Studio и выделяете код, который у вас есть. Допустим, вот этот. Выделяете его, нажимаете Ctrl-C. Потом возвращаетесь на REPL. И путем нажатия Ctrl-V вставляете ваш код. Теперь вы можете запускать на этом сайте свой код, нажав на кнопочку Run. И чтобы отправить мне свое домашнее задание, вы копируете ссылку на этот сайт вот здесь вот, на Ctrl-C, и потом отправляете мне ее на платформе. Я ее проверю и скажу ваши результаты. Итак, подведем итог всему тому, что мы узнали. C++ — это очень востребованный и широко используемый язык программирования, на котором можно писать игры, сайты и приложения с программами для Windows и других операционных систем. Код вы мне будете присылать на REPL IT C++, а само написание кода у вас будет происходить в Microsoft Visual Studio 2019. На этом наш урок заканчивается. Я вам напоминаю, что если у вас появились какие-то вопросы, вы их можете задать в чате, я вам обязательно отвечу. Ну а мы с вами увидимся на следующем уроке. Здравствуйте! Сегодня у нас второй урок, на котором мы поговорим про переменные. Как их создавать и для чего они нужны. Что такое переменная и для чего она нужна? Память компьютера состоит из большого количества ячеек, каждый из которых имеет свой адрес. Переменная — это по сути как раз и есть ячейка памяти, одна ячейка памяти, со своим адресом, которая может хранить в себе какую-либо информацию. У переменных есть множество типов, и каждый выполняет свою функцию. Каждая переменная обязательно должна иметь свой тип. Рассмотрим несколько основных типов данных. Integer или int содержит целые числа, например, -87, 5, 1093. Float содержит дробные числа с точностью до 7 знаков после запятой, то есть -48.37, 3.56. Double — это такие же дробные числа, но с точностью до 15 знаков после запятой. Тип bool может содержать два значения, true или false, или компьютер воспринимает как 1 или 0. И тип char может содержать один символ с клавиатуры, например, только букву К или только цифру 0. Когда мы говорим о переменных в C++, нам нужно знать два определения. Это объявление переменных, то есть создание переменной без присваивания ей значения. Например, int var. Int — это тип переменной, целочисленный тип, а var — это имя переменной, мы его можем придумать, какое нам нравится. И второе определение — это инициализация переменной. Это создание переменной и присваивание ей какого-либо значения. Например, int var равно 7. То есть мы объявили переменную int var и сразу же дали ей значение 7. В программировании есть такое понятие, как хороший стиль программирования. Он по большей части нужен для того, чтобы ваш код, который вы написали, было удобно читать другому человеку. Потому что программисты чаще дают свой код читать кому-то другому, чем его вообще сами пишут. И есть определенные правила создания переменных в языке C++. Переменные необходимо назвать на английском языке. Например, int car, то есть машина, а не int машина на русском или int машина
транслитом. Переменные одинакового типа объявляются в одной строчке. Например, если мы хотим создать несколько переменных типа int, мы их пишем просто через запятую. Int, потом название переменной, запятая, название переменной, запятая и так далее. И каждая строчка должна кончаться точкой запятой обязательно. И переменные одинакового типа инициализируются в столбик. То есть, если нам нужно не только объявить, но и сразу инициализировать переменную, то мы пишем их в столбик. int a равно 4, точка с запятой, int b равно 5, точка с запятой. Мы их пишем друг за другом, а не в одной строчке или там через 5 строчек или еще как-то, чтобы было удобнее на это смотреть. Переменные в C++ могут быть константными. Константы — это такие же переменные, только их значение устанавливается один раз при объявлении, и потом мы его не можем изменить. Например, число π в математике всегда будет 3,14, 15 и так далее. Мы его не можем изменить, потому что такое правило, нерушимое в математике. А число Эйлера всегда будет 2, 71, 82 и так далее. Создать константную переменную очень просто. Мы перед тем, как объявить и инициализировать переменную, пишем слово const. Const int var равно 7. Все, мы создали константную переменную с именем var. И последняя часть теории, о которой мы сегодня поговорим, это комментарии. Комментарии позволяют убрать код из видимости компьютера, потому что когда мы делаем знак комментария, компьютер сразу перестает видеть, что мы пишем на этой строчке. И мы можем писать все, что угодно на русском, английском, китайском, на каком угодно языке, программа исполнять этого не будет. Поэтому с помощью комментариев можно убрать ненужные в данный момент участки кода, не удаляя их, просто знак комментария перед ними написав, или оставить пояснение к чему-либо. Допустим, вы назвали переменную и хотите подписать, что она делает, для чего она нужна. Для этого нужны комментарии. Примеры — это 2 слэша и текст комментария. Текст комментария мы сможем писать только на одной строчке, на которой у нас находятся эти 2 слэша. Или слэш звездочка, текст комментария, звездочка слэш. Тогда мы можем писать наши комментарии на скольки угодно строчках. Главное, чтобы они были между вот этими символами слэш звездочка. Теперь давайте пройдем к практике и посмотрим более наглядно, как работают у нас переменные. Когда вы создаете новый проект Visual Studio, у вас открывается вот такое вот окно. Здесь, как вы видите, можем уже посмотреть то, о чем мы только что говорили, комментарии. Зеленый текст — это все комментарии, потому что здесь 2 символа слэша. Если мы их уберем, то вы видите, они начинают подсвечиваться белым, желтым, и у нас будет выдавать ошибку, потому что комментарий не понимает таких команд. Компилятор не понимает таких команд. Так что давайте вернем 2 слэша. То же самое, как я уже говорил, можно было сделать и со слэшем звездочкой. То есть убираем тут комментарий. Тут тоже убираем. Здесь пишем слэш звездочка. А с другой стороны пишем звездочка слэш. Все работает, комментарии также работают, как и до этого. Давайте удалим все, что нам тут не нужно. И вот здесь вот тоже удалим. И чуть-чуть приблизим наш код, чтобы был лучше видно. Вот так. Вот что мы видим, когда удаляем все комментарии. Что это такое и что это значит? Первое. Include EOStream. Это директива, которая подключает к нашей программе другую библиотеку. То есть благодаря этой директиве мы сможем использовать код, который написан где-то еще. Сейчас нам это не важно знать, просто надо знать, что это надо обязательно писать в начале каждой программы. Дальше мы видим int main. Int main — это функция. О функциях мы с вами поговорим в 16-м уроке, но вам сейчас нужно знать, что код, который вы пишете, будет исполняться именно с этой функции, с int main. То есть все то, что вы хотите написать в вашей программе, должно быть написано между вот этими скобочками функции int main обязательно. И выражение между этими скобочками, мы его рассмотрим в 3-м уроке и научимся такое создавать. Сейчас оно нам не нужно, мы его удаляем. Теперь давайте попробуем объявить и инициализировать несколько переменных. Допустим, мы хотим объявить переменные типа int. Что нам для этого нужно? Пишем int, тип данных, целочисленный тип данных. Потом придумываем название переменных, пусть будет a, int a, и точка запятой обязательно. Все, мы с вами объявили переменную.
Чтобы инициализировать эту переменную, мы можем либо после объявления написать равно и, допустим, 65, или также мы можем написать просто название переменной, имя переменной, а равно и 12. В таком случае у нас вместо 65 переменная будет хранить теперь 12. Давайте попробуем проделать то же самое, допустим, с типом float. Задаем переменную float b равно 12.34. Как вы видите, компилятор ничего красненьким не подчеркивает, все у нас будет работать, но в некоторых языках программирования после того, как мы инициализировали числом переменную float, обязательно надо в конце числа написать букву f, которая сигнализирует компилятору, что у нас переменная именно типа float, и число мы записали типа float. Здесь это не так важно, но хорошим тоном программирования, опять же, считается писать после числа букву f. Давайте еще создадим переменных других типов. Создадим переменную типа double. Double d пусть будет равно 34 точка, и напишем что-нибудь такое, точка запятой. Мы инициализировали переменную типа double. Что у нас осталось? У нас осталось bool. Bool, пусть будет var имя, равно. Bool, как вы помните, принимает у нас только два значения, либо true, либо false. Поэтому напишем bool true, точка запятой. И последний тип, который у нас остался, char. Char n. Объявляем переменную char n. И теперь ее давайте инициализируем. N равно. Потом мы пишем одинарную кавычку, и у нас вторая автоматически вставляется. И тут мы можем написать, допустим, g. И точка запятой в конце. То есть переменная n типа char будет хранить у нас символ g. Или мы можем поменять и сделать, чтобы у нас хранился символ 9. Это будет восприниматься не как число 9, с которым мы можем проводить какие-то операции, допустим, складывать. Об этом мы поговорим чуть позже. Это будет просто как бы символ, который не имеет под собой никакого веса. Теперь давайте попробуем создать число π в нашей программе. Немножко промотаем. Как вы помните, число π изменять нельзя, поэтому нам нужна константная переменная. Чтобы сделать константную переменную, мы с вами пишем const, потом π равно, и чему там у нас равно 3, 14, 15, дальше я не помню. Видите, у нас π подчеркивается красным, что-то мы забыли. Мы забыли написать тип. Так как у нас не целое число, а число с плавающей точкой, то нам понадобится тип float. Поэтому пишем const float π равно 3, 14, 15. Теперь видите, компилятор успокоился, не ругается. Давайте теперь попробуем поменять значение переменной π. π равно, и пусть будет 6.1234. Видите, компилятор опять ругается. Он подчеркнул нам название π красным цветом. Это значит, что мы не можем поменять данную переменную, так как она константная. Значит, у нас все работает правильно. Удаляем неправильную нашу строку. И давайте теперь обсудим еще две вещи. Первая вещь. Как вы можете называть свои переменные? Как хотите. Но переменная должна начинаться либо латинских букв. Давайте напишем int. Либо так. И потом пишите, что хотите. Либо с маленькой строчной буквы. И пишите, что хотите. Либо со знака подчеркивания. И потом пишите, что хотите. То есть первый символ всегда должен быть либо заглавная буква, либо строчная буква, либо символ подчеркивания. После этого вы можете вставлять в название переменной, опять же, подчеркивание, буквы и цифры. Это не запрещено. Давайте попробуем сделать такую переменную. Компилятор доволен. Все у нас хорошо.
И очень важно присваивать переменные значения того типа, какого типа у нас, собственно, сама переменная. То есть для инта мы можем присваивать значения только целых чисел. Если мы сейчас попробуем написать, допустим, символ, переменную типа int, то это будет считаться ошибкой. Так делать нельзя. Мы можем написать только целое число. Мне эта строчка больше не нужна. Давайте теперь ее уберем с помощью комментария. Пишем 2 слэша, пробел, чтобы было лучше видно, что в строчке. И все, теперь компилятор у нас не видит эту строчку. Также давайте попробуем сейчас изменить переменную p, допустим, присвоим ей какое-нибудь значение. И видите, компилятор ругается. Теперь пишем комментарий. И компилятор перестал ругаться, потому что он эту строчку просто больше не видит и исполнять ее не будет. Вот почему полезны и важны комментарии. Теперь давайте подведем итог всему тому, что мы сегодня узнали. Мы узнали, что такое переменные. Это ячейки в памяти компьютера, которые имеют свой адрес и хранят какое-либо значение. Мы узнали, что переменные обязательно имеют свой тип. Всего основных типов переменных 5. Это int, float, double, char и bool. Мы узнали, что такое объявление переменной, что такое инициализация переменной, и научились это делать на собственном опыте. Также узнали, что такое константные переменные, это переменные, которые мы не можем изменить, и что такое комментарии и для чего они нужны. На этом все. Теперь вас ждут тесты и практические задания. Увидимся с вами на следующем уроке. Здравствуйте! Сегодня у нас третий урок, на котором мы поговорим об операциях ввода-вывода на консоль и escape последовательностях. В языке C++ есть два оператора, позволяющих работать с потоками ввода и вывода. Cout – это оператор вывода информации на консоль, а Cin позволяет пользователю вводить информацию через консоль. Что такое вообще консоль? Помните, когда вы открываете REPL и скидываете мне свое домашнее задание? Справа у вас есть такое большое черное окно. Это и есть консоль. С ней мы можем взаимодействовать. Сегодня мы научимся как. В Microsoft Visual Studio тоже можно вызывать консоль, но мы этого не делали, так как нам это было не нужно. Поговорим поподробнее об операторе вывода. Cout – это оператор, находящийся в пространстве имен std и с помощью которого можно выводить на консоль информацию. Что такое пространство имен std? Пространство имен std – это какой-то участок кода в компиляторе, в котором описана работа операторов Cin и Cout. Без него, то есть, эти операторы работать не будут. Как нам вывести что-либо на консоль? Пишем оператор Cout. После этого два знака меньше, или две стрелочки влево, или две галки влево, кому как удобно. И потом в двойных кавычках пишем текст, который мы хотим видеть на консоли. Здесь в примере описан текст Hello World и точка запятой в конце. Hello World – это такая традиция у программистов каждый раз, когда они изучают новый язык программирования, выводить на консоль эту фразу, то есть «Привет, мир». Мы можем выводить также не только строки, которые сами печатаем через клавиатуру, а также значения переменных, которые задаем в коде. Для этого опять же пишем cout, две стрелочки влево и имя переменной, которую хотим вывести, и точка запятой в конце. У нас выведется значение переменной var. Cin – это оператор, находящийся в пространстве имен std и позволяющий вводить информацию через консоль. Как это работает? Мы создаем переменную, после этого пишем Cin, две галочки уже вправо или два знака больше, и имя переменной. И когда мы запускаем программу, у нас открывается консоль, которая будет ждать ввода информации в переменную. Давайте теперь посмотрим в Visual Studio, как это все работает поподробнее. Итак, давайте попробуем вывести нашу фразу Hello World на консоль. Пишем cout, две стрелочки влево, и в двойных кавычках пишем Hello, запятая, World, и точка запятой в конце. Как вы видите, компилятор подчеркивает красным cout. Это значит, что где-то у нас здесь ошибка. Где именно? Как я уже говорил, cout относится к пространству имен std.
И наша программа не может использовать этот оператор, пока мы его как бы не подключим. То есть пока она не будет видеть это пространство имен. Чтобы это сделать, мы можем написать перед оператором cout. То же самое относится и к cin. Пишем std, два двоеточия. И после этого, как видите, у нас компилятор перестает все подчеркивать, все работает нормально. Но согласитесь, неудобно каждый раз, когда вы используете операторы cin или cout, писать std и два двоеточия, std и два двоеточия. Чтобы этого избежать, мы можем удалить эти std и два двоеточия, и вместо этого перед main сразу после include iostream написать using namespace std, точка запятой. Using namespace std, то есть использовать пространство имен std. Теперь, как видите, компилятор перестал ругаться, и мы можем спокойно писать операторы cin и cout без лишних проблем. Теперь попробуем запустить нашу программу. Для этого нажимаем на вот эту зеленую кнопочку сверху, кликаем на нее, и у нас открывается вот такое вот окно, в которое помимо ненужной нам информации, типа путя файлов и еще какой-то информации от Visual Studio, мы видим фразу Hello World в самом начале, которую мы и хотели вывести на консоль. То есть оператор cout работает. Теперь давайте попробуем ввести что-нибудь с консоли. Для этого создаем переменную, пусть будет int var. С помощью оператора cin и галочек вправо теперь заставляем ввести информацию через консоль. Ну и давайте еще выведем значение переменной, чтобы видеть вообще, что у нас получилось. Out, две галочки теперь влево, и var, точка запятой. То есть сначала создаем переменную, после этого вводим значение переменной через консоль, и под конец выводим на консоль значение переменной, чтобы увидеть, что у нас все работает нормально. Давайте запустим нашу программу. Как видите, никакого текста теперь на консоли у нас нет, она ждет, пока мы введем какое-нибудь число. Введем число 777 и нажимаем Enter. И на консоли появилось 777 Hello World. То есть с помощью sin вводим значение. Вот оно. После этого вводим значение переменной и выводим фразу Hello World. Все работает отлично. Разумеется, через консоли мы можем вводить не только значения переменных типа int. То есть создаем переменную, допустим, типа char. Все остальное оставляем так же самое. Запускаем программу. У нас по-прежнему она ждет ввода. И вводим символ какой-нибудь, например, k. Нажимаем Enter. И выводится k Hello World. То есть такие все операции можно проводить не только с типом int, но со всеми основными типами в программировании. Теперь давайте уберем ненужные нам строки с помощью комментариев. И попробуем вывести еще какую-нибудь фразу. Нам не обязательно, если мы хотим что-нибудь еще вывести, каждый раз писать оператор cout. Вместо этого мы можем просто перед точкой запятой еще раз две стрелочки влево написать. И после этого выводить еще, что мы хотим. Давайте, допустим, выведем русское слово «привет». Привет. Компилятор не ругается. Запускаем нашу программу. И как мы видим, выводится Hello World, и после этого какие-то иероглифы вместо слова «привет». Почему так происходит? Потому что C++ не поддерживает русский язык. Именно поэтому вы не можете создавать переменные на русском языке, вы не можете выводить также на консоль информацию на русском языке, потому что будут вот такие вот непонятные символы. Как компромисс, если вы очень хотите вывести какое-нибудь русское слово, вы можете вывести его просто английскими буквами. Привет. И тогда все будет работать нормально, как мы видим на консоли. Но согласитесь, неудобно читать вот такую вот фразу, которая слиплась друг с другом. То есть hello world, потом сразу привет. Это все неудобно, некрасиво и неправильно. Чтобы улучшить отображение информации на консоли, существуют такие вещи, как escape последовательность.
Внутри строки, выводимой на консоль оператором cout, можно использовать специально управляющие символы, называемые escape последовательностями. Например, cout, наши две галочки влево, hello world, уже нам знакомая, и обратная черта n. Благодаря команде обратная черта n следующий введенный текст будет напечатан на новой строке. Давайте рассмотрим весь список escape последовательностей, которые нам могут понадобиться. Обратную черту n мы уже знаем, перейти на начало новой строки. Обратная черта t – это горизонтальная табуляция. То есть, если мы напишем два слова слитно и между ними напишем обратную черту t, то между ними появится несколько пробелов сразу. Не один, а там 2 или 3. Две обратных черты. Вывести обратную черту, одну обратную черту. И обратная черта кавычка выводит двойную кавычку. Дело в том, что оператор cout не рассматривает двойную кавычку как символ. Он ее рассматривает как начало или конец строки. И чтобы мы могли ее вывести в тексте, нам нужно использовать такую escape последовательность. Также хочется отметить оператор endl. Он делает абсолютно то же самое, что и обратная черта n, но записывается немножко по-другому. cout, две стрелочки влево, hello world, снова две стрелочки влево, и пишем наш endl и точка с запятой. Лично мне удобнее использовать endl, потому что, я привык к нему. Вы можете использовать, в принципе, что хотите. Давайте поиграемся с escape последовательностями. После hello world напишем обратную черту n и запустим нашу программу. Уже гораздо лучше. Слово «привет» написано со следующей строки, и все удобно можно читать. Теперь давайте уберем пробел между словами hello и world и поставим символ горизонтальной табуляции. А также возьмем слово «привет» в кавычки. Раз кавычка. И два кавычка. Запускаем программу. Как видите, между словами hello world появилось два пробела, а также слово «привет» пишется в кавычках. Значит, у нас наши escape последовательности работают. Теперь давайте еще попробуем использовать оператор endl, который мне так нравится. Для этого мы убираем обратную черту n и после строки hello world пишем снова две стрелочки влево, endl, и все. У нас компилятор ругается, но если мы сейчас запустим нашу программу, то все должно работать. Да, как вы видите, выводит все то же самое абсолютно, хотя мы и убрали косую черту n. То есть понятно, что косая черта n и endl это абсолютно то же самое. Но endl иногда гораздо удобнее использовать, когда у вас нет текста и вы, допустим, выводите несколько значений переменных подряд. Тогда удобно будет использовать именно оператор endl. Подведем итог. Сегодня мы узнали, как работать с вводом и выводом информации на консоль. То есть с помощью операторов cout мы выводим информацию на консоль, а с помощью оператора cin вводим информацию через консоль в переменную. А также узнали, что такое escape последовательности и для чего они нужны. Теперь вас ждут тестовые и практические задания, а мы с вами увидимся уже на уроке номер 4. Здравствуйте! Сегодня у нас 4-й по счету урок, в котором мы поговорим про арифметические операторы и как их использовать. Арифметика и ее обозначение. В программировании можно производить с числами такие же действия, как и в математике. Более того, арифметические операции являются важнейшей и одной из основополагающих операций в программировании. В языке C++ активно используются 5 арифметических операций. Сложение складывает несколько чисел, вычитание вычитает одно число из другого, умножение умножает одно число на другое, деление делит одно число на другое, и деление с остатком делит одно число на другое и записывает в переменную только остаток от деления. То есть если мы 7 разделим на 3, у нас запишется 1, потому что 3 умножить на 2 – 6, и остаток 7 минус 6 будет 1. То есть, как вы можете понять, большинство операций очень похожи на такие же математические операции. И даже синтаксис у них один и тот же, кроме деления с остатком. Приоритет операций в C++ также очень похож на приоритет операций обычной математики. Первым выполняются умножение, деление и деление с остатком. После них сложение и вычитание. То есть вы можете записать 2 плюс 2 умножить на 2,
и рассчитывать, что сначала произойдет умножение, а потом к 4 прибавится 2. Получится 6. Но все-таки хороший тон программирования подразумевает под собой установку скобок там, где вы хотите, чтобы операция выполнялась первой. То есть это выражение лучше записать как 2 плюс в скобочках 2 умножить на 2. И также вы можете скобочками, как и в обычной математике, менять приоритет операций. То есть если вы напишете в скобочках 2 плюс 2 и потом скобка закрывается умножить на 2, то число уже, соответственно, будет не 6, а 8. Ставить скобки необходимо для удобства читающего ваш код программиста, как и большая часть вообще хорошего тона программирования. Для этого и нужна. Теперь давайте перейдем в Visual Studio и попробуем сделать что-нибудь своими руками. Зададим две переменные типа int. int a, и, допустим, пусть она будет равно 5, и int b, которая у нас будет равным 2. Зададим также переменную int c, которая будет у нас хранить значение операций, которые мы будем проводить между двумя переменными. Давайте приравняем в c значение a умножить на b. То есть простое умножение. И выведем, что у нас при этом получится в переменной c на экран. Запускаем программу. 10. То есть все сработало правильно. В переменной c хранится число 10. Это 5 умножить на 2, а умножить на b. То же самое абсолютно будет работать, если мы, допустим, a плюс b сделаем. Должно получиться 7. Получается 7. А, соответственно, минус b получится 3. 3, правильно. Такие же операции точно мы можем проводить не только между переменными, а, допустим, между переменной и числом. То есть вместо b, которое у нас равно 2, мы можем написать просто 2. И получится все ровно то же самое. Получается опять 3. То есть a минус 2, 5 минус 2 равно 3. Все правильно. Кстати говоря, не обязательно использовать именно переменную c, чтобы посмотреть, что у нас получится. Мы можем удалить эту строку и производить операции прямо в cout. То есть мы можем сразу вывести результат a умножить на... Давайте разделить на b, у нас выше. Разделить на b. Вот так вот, не присваивая это ни в какую переменную. Запускаем. Получается 2. Все правильно. Двойка хранится в числе 5 2 раза. Теперь давайте еще попробуем операцию, которая для вас немножко в новинку. Это операция остаток отделения. Пишем А, потом знак процента и Б. Что у нас должно вывести? Как мы понимаем, двойка хранится в числе 5 2 раза. То есть 2 умножить на 2 равно 4. И у нас еще остается единица. 5 минус 4 равно 1. Что это будет? Это будет как раз наш остаток отделения. Давайте запустим и посмотрим. Вот так вот, 1. То есть лишняя единица наша как раз записывается. Если мы тут запишем не 5, а, допустим, 8, то остаток отделения будет у нас 0. Потому что 8 делить на 2 будет 4. Все ровно, никаких остатков не получается. Проверяем. 0. А если мы вместо b запишем не 2, а 5, то у нас остаток отделения будет 3. Потому что пятерка хранится в 8 один раз. И еще 3 остается как остаток отделения. Смотрим. 3. Все правильно. Теперь давайте поговорим о еще одной очень важной теме. Приравняем в a значение 11, а в b, допустим, 3. И давайте еще создадим переменную типа float. c пусть будет опять. Равно 11 делить на 3. 11 делить на 3 я имел в виду a делить на b. Что у нас по идее должно получиться? По идее, мы a11 делим на b3 численно, и у нас должно получиться какое-то дробное число, потому что мы его записываем в переменную типа float. То есть у нас должно там получиться 3.6667.
Запускаем нашу программу и смотрим. Вместо этого у нас ничего не получилось, потому что я забыл вывести на консоль результат. Давайте напишем cout c и теперь запустим еще раз. Получилось 3, когда мы ожидали 3.666. Почему так? Потому что в этой операции, которую мы сейчас произвели и приравняли к переменной типа float c, мы сначала делим a на b, то есть сначала делим 11 на 3, у нас получается целочисленное число 3, а потом это число уже приравнивается к типу float, то есть оно становится не 3, а 3.0 и записывается в переменную c. Как вы понимаете, это не особо то, что нам нужно, и чтобы это исправить, мы можем привести переменную a типа int к другому типу. То есть, чтобы у нас переменная a была не типа int, а, допустим, типа float. Как нам это сделать? Мы ставим скобочки перед переменной a, и в скобочках записываем нужный нам тип. Можем записать тип double, и тогда у нас переменная a именно в этой операции превратится в число типа double. Но нам в нашем случае нужен float, поэтому мы записываем float. Что у нас будет происходить теперь? Теперь у нас компилятор доходит до этой строчки, смотрит. Так, float a. Это значит, что мы берем число не 11, а 11.0. Потом 11.0 делить на 3. То есть число типа float делится на 3. Он его делит, и у нас получается какое-то дробное число 3.6667. И после этого он это дробное число уже записывает в переменную c типа float. Смотрим, так ли это. Абсолютно так. Теперь у нас результат вычислений правильный. Вся эта информация вам может показаться довольно сложной и запутанной, но на самом деле это абсолютно не так. Что вам нужно сейчас знать? Что мы можем производить арифметические операции только с переменными и числами одного типа. То есть мы можем переменную типа int сложить только с переменной типа int или только с целым числом. И то же самое относится к умножению, делению и так далее. Переменную типа float мы делим только на переменную типа float, чтобы у нас не возникало никаких ошибок, чтобы компилятор не ругался и все у всех было хорошо. Подведем итог к тому, что мы сегодня узнали. Мы узнали, что в программировании можно использовать арифметические операции такие же, как и в математике. Складывать, умножать, делить и делить с остатком числа. И вычитать, разумеется, числа друг из друга. Мы можем для этого использовать переменные, можем переменные комбинировать с обычными числами. И узнали, что очень важно проводить такие операции с переменными одного типа, чтобы не возникало ошибок. Теперь вас, как обычно, ждут тестовые и практические задания. Я всегда отвечу, если у вас появились какие-то вопросы, и увидимся с вами на 5-м уроке. Здравствуйте! Сегодня у нас 5-й урок, на котором мы поговорим про операции инкремента и декремента в C++. Зачем нам это нужно? Зачастую программист работает с большими объемами кода, и громоздкие арифметические операции могут только запутать его и отнять лишнее время. Инкремент же и декремент позволяют сокращать объем кода и затраченного на него времени, а также сделать код красивее и удобнее для других программистов. Что такое инкремент? Инкремент – это операция прибавления единицы к числу. То есть просто прибавляем единицу и все. Префиксный инкремент выглядит как плюс-плюс и потом имя переменной и точка запятой на конце. Эта операция прибавляет единицу к var и имеет очень высокий приоритет. И постфиксный инкремент выглядит как var, то есть название переменной, а потом плюс-плюс, точка с запятой. Она тоже прибавляет к var единицу, но приоритет этой операции уже пониже. Мы на коде посмотрим, как это работает. Декремент – это операция вычитания единицы из числа. Также различают префиксные и постфиксные декременты, и они пишутся абсолютно точно так же. То есть минус-минус var – это префиксный декремент, вычитает единицу из var, и var минус-минус – это постфиксный декремент, вычитает из var единицу, но приоритет опять же операции ниже. Теперь попробуем все это написать сами. Создадим переменную int, пусть будет var равно 5. После этого используем операцию префиксного инкремента, то есть плюс-плюс var, точка с запятой.
И выведем, что у нас получится на консоль. var и оператор handle, чтобы у нас все писалось с новой строки. После этого попробуем операцию постфиксного инкремента. И опять же выведем, что у нас получилось. Запускаем программу. И видим, что у нас var было равен 5. Мы использовали префиксный инкремент. var стал 6. Использовали постфиксный инкремент. var стал равен 7. Возникает логичный вопрос. А в чем вообще разница? Помните, я вам говорил про приоритет операции префиксного и постфиксного инкремента и декремента. Давайте сейчас это поподробнее просмотрим. Создадим новую переменную, пусть она будет int var2. И она у нас будет равна 2 умножить на плюс var. То есть используем операцию префиксного инкремента на var. И выведем результат, что у нас запишется в var2. Запускаем программу. 12. То есть сначала переменной var прибавляется единица, и она становится равной 6. А после этого уже умножается на 2. Приоритет операции префиксного инкремента и декремента выше даже, чем у умножения и деления. Теперь давайте попробуем использовать постфиксный инкремент. Пишем плюсы после имя переменной и снова запускаем программу. Ответ уже не 12, а 10, потому что сначала выполняется умножение, а потом уже постфиксный инкремент. То же самое абсолютно справедливо и для декремента. Давайте сейчас рассмотрим еще один пример. Создадим переменную int count, и пусть она будет равна у нас 10. После этого выводим значение count на экран. Теперь вводим значение count и префиксный декремент. То есть вычитаем единицу из count. И снова выводим значение на экран. После этого вводим значение постфиксного декремента. И снова значение переменной count. То есть сначала у нас выведется 10. После этого должна произойти операция префиксного декремента, то есть вычтется единица. Посмотрим, как у нас это работает. Снова выведем просто переменную count. После этого попробуем сделать постфиксную декрементацию. То есть опять вычтем единицу, только уже постфиксно. И снова выведем значение переменной. Посмотрим, что у нас получится. Итак, смотрим. Была у нас переменная count равная 10. Мы ее просто выводим. Получается 10. Все правильно. После этого мы используем операцию префиксного декремента. У нас вычитается единица, получается 9. Все правильно. После этого мы опять просто выводим переменную count 9. Опять все правильно. Теперь мы используем постфиксный декремент. И как вы видите, вместо того, чтобы переменная count становилась 8, у нас выводится все еще почему-то 9. Это как раз опять же и происходит из-за приоритета операции. Приоритет у постфиксного декремента меньше. Поэтому у нас сначала выводится значение переменной count, а уже только после этого из нее вычитается единица. И теперь, когда мы просто выведем снова значение переменной типа count, нам уже показывает, что count равно 8. В этом, в принципе, и смысл префиксных и постфиксных инкрементов и декрементов. В C++ существует еще больше сокращений кода для более удобной вашей работы. Например, создаем переменную int a равную 7. Если мы хотим прибавить к переменной a 3, мы можем написать a равно a плюс 3. Но это очень долго. Вместо этого мы можем написать просто a плюс равно 3. Действие будет ровно то же самое, к 7 прибавится 3, но записывается гораздо удобнее и короче. То же самое, если мы хотим умножить переменную a на какое-либо число. Мы можем вместо того, чтобы записывать a равно a умножить на 5, записать a умножить равно 5. Компилятор поймет все ровно то же самое. И это работает с другими операциями арифметическими, такими как деление, вычитание и деление с остатком. Давайте и это попробуем реализовать в Visual Studio. Удаляем ненужный нам код, оставим только, наверное, переменную count, она может нам еще понадобиться. И после этого пишем count.
плюс равно 5, точка с запятой. И выведем, что у нас получится на экране. Count count. Запускаем программу. И выводится 15. То есть просто прибавляется пятерка к переменной count. Если мы вместо пятерки, вместо плюса, точнее, тут, допустим, умножим, напишем count умножить равно 5 и выведем на экран, должно у нас вывести 50. Все правильно. То есть такие сокращения очень удобно использовать, и на них даже удобнее смотреть. Если вы привыкнете, сразу понятно, что тут count умножается на 5. И это вам сэкономит и время, и хороший тон программирования будет использован. Подведем итог. Сегодня у нас был не особо сложный урок, на котором мы узнали, что такое операция инкремента, то есть прибавление единицы к числу, и декремента, вычитание единицы из числа. И в чем разница между префиксными и постфиксными инкрементами и декрементами, а именно в очередности выполнения операции. И также мы узнали, как еще можно сокращать код, чтобы все это выглядело красивее и работало, писалось быстрее. Теперь вас, как обычно, ждут тестовые и практические задания. Если у вас появились какие-то вопросы, вы их можете задать мне. А мы с вами увидимся на уроке номер 6. Бля.